Здравствуйте, зрители канала. Нирвана, которую мы меняли цепь ГРМ, где-то порядка, может, месяца полтора назад, может два, не больше, вернулась к нам назад. Что случилось? Она просто встала. Двигатель крутится, вертится, колесо не вращается. Ну, подозреваем, что на ремень. Но сейчас вскроем крышку и посмотрим конкретно, что случилось. Сейчас давай продемонстрируем. Зайди с той стороны, сейчас заведу. Так, все увидели, да, что двигатель вращается нормально, раскручивается, но колесо не вращается. Сейчас вскроем крышку вариатора. Давайте напомним, как это делается. Эту крышку надо вскрыть. Болты по кругу отворачиваем и скрываем ее. Аккуратно, когда снимаем ее, вот здесь вот маленечко вот этот вал чуть-чуть постукиваем, чтобы он не вывалился, иначе там потом все придется собирать. Можно снять аккуратно. Желательно снимать аккуратно, чтобы потом механизм заводки не собирать заново. Ну что же, начнем. Опа, класс. Блин, надо все-таки пластик снять. Отвертку возьму. Что у нас еще? Вот здесь мешается вот эта лыжа. Сейчас посмотрим, ее частично демонтируем, чтобы маленько ее отодвинуть, либо всю целиком. Поглядим. Для начала эти колхозные саморезы, которые здесь уже хозяин прикрутил. Так, а у нас только один держит. Так, под ковром тоже отвернем. Все три. Одного нет уже. А, вот еще. Это уже заколхожено. Вот так, это так. Опа. Ремень шибалы. Щепки просто ремень. Вот она и упала сама, да? Ну, там потому что одной здесь не было завернуто. А слово совсем. Ну что ж, дорогие друзья, это вот так и дела. Вот у нас тут ремешочек. Вот сюда он уже пришел. Вообще, такая поломка говорит нам о том, что сцепление нам надо менять. Потому что это уже проверено годами. Сколько мы уже мучились, искали причину обрыва ремня. Все дело в сцеплении. Я, по-моему, уже говорил в каком-то обзоре, что происходит. То есть щеки начинают болтаться, ремень проскальзывает, начинает греться и стираться, и в итоге помирает совсем. Вот сейчас мы сцепление снимем, посмотрим, что у нас тут.
снимем сцепление и шутсъемник, да? Вот это пойдет. Ну что ж, вариатор нам в любом случае придется снимать, потому что при обрыве ремня ролики выпадают из своих каналов, то есть их нужно будет вправлять. То есть вариатор снимаем. Здесь еще на 150-ках удобно, я уже, наверное, показывал в других видосах, что вот здесь вот есть рама, можно упереть, можно открутить одному, без помощника. Поэтому здесь можно снять без помощи помощника. Да, бывает такое. А, сорвалось, я думал. Просто сорвалось, да. О, кстати, видишь, ролики торчат. Короче, он в раскрытом состоянии, да? Ну да, ремень вылетел, поэтому вариатор сюда выпрыгнул, ролики из пазов выскочили. То есть это на полтинник, на 150, это на всех. Их нужно после того, как ты сделал, надо вправлять. Обязательно. Так, ну-ка. Блин, да что-то, сука. Хуя себе. Струя. Вот такие бывают иногда приколы. На моей памяти это пока первый прикол такой. Но я понял, в чем случилось. Обратите внимание, какая выработка на вариаторе. Прям яма. Ремнем протерла. И поэтому здесь уже очень тонко стало. Вот видишь, да? Да. В сравнении с этим краем, вот здесь вот вообще тонко. Так тонко, что вот эта штука обломилась. Но это не страшно, у нас такие крышки есть. Случайно тоже продаются. Теперь нам только надо как-то отвернуть все это дело. Гайка что-то прилично затянута. Ну, алюминий такой себе, походу, да? Нет, это не алюминий, это просто протертый, изношенный. Я тебе показал, в чем причина. Да, да. Вот здесь прям канаву, может, миллиметров парочку даже съела, может, если не больше. Ну да, миллиметров парочку, миллиметр точно. Так, ну что ж, как отворачиваем сейчас все это дело. Тебя отломило? Скользнул еще. Скатило? Вот это струя. Итак, друзья, в общем, такой вот трэш. За 7 лет, сколько я занимаюсь этим делом, я отвернул, наверное, порядка, может, ну, раз 100-200 эти вариаторы. На моей памяти первый раз. У нас зато есть куча алюминия теперь. Металл отнесем. И теперь у нас появилось, давно хотел купить, теперь уже точно, сейчас поеду, куплю гайковерт ударный. Давно мечтал, есть повод купить. Итак, в чем причина? Вот на этом куске хорошо видно. Видишь, да? Хорошо видно. Выработка. В торце выработка. Вообще. Практически, ну, блин, еще поездил, может, сезончик, наверное, до дыры протер бы, я думаю. Потому что больше, чем в половину сработанный вариатор. Так вот, видать, да, хорошо? Угу. Вот в этом причина, просто он лопнул, а уже потом дальше пошел, целостность нарушилась. Мы дальше все обломали до конца, то есть теперь только гайковерт поможет в этом ситуации. Ничем больше не отвернуть. Ну, может, что-то как-то можно было что-то наколдовать, но было решено купить гайковерт. Разобрались, почему у нас ремень сдох. Все очень просто оказалось. Вот наш ремень. Как вот стал как резина. Растягивается. Можно им мух бить. В общем, вот в чем причина. Просто его разъело масло. Здесь оказалось масло, откуда-то попадает. Разобрались уже откуда. То есть это пока будет первая серия. Вот на этом заканчивается, на этом трэше. Вот здесь вот, ну, видишь, нет, но тут видно то, что там потек. Ну, то есть место такое, то, что там масло тут сопливится 100%. Скорее всего, это за это сальника отсюда. Так что придется спрессовывать еще и шестеренку до кучи.
Вот, такие дела. Шестерн тем более под замену. У него поэтому подножка не работал, потому что там сожженный зуб на шестеренке. Все это покажем. Как спрессовать, покажем. В общем, многосерийная серия Нирвана, возвращение, часть 2 будет сниматься. Пока на этом все. Как раз продемонстрируем гайковерт, я думаю, в ближайшее время на канале новое видео выйдет.